Okay. Excited to present to you the music video transition. Друзья, добро пожаловать в страну, где самый дорогой репчатый лук в мире и нету бракоразводных процессов. Добро пожаловать в Филиппины, Манила. Приветствие начинается с туалета в номере, потому что это самое светлое место. Что хотелось бы сразу отметить. После того, как я вышел из аэропорта, сразу бросается в глаза. Это что-то похожее на Даку в Бангладеше, но мало света. И у мужиков очень серьезные лица. То есть, у меня сразу какие-то представления, что у него мачете где-то вот там висит. Ну, первое впечатление, оно обманчивое. Гостиницы здесь, как обычно, дорогие. Почему-то непонятно из-за чего, но дорогие. Или мы просто такие бедные. Но хотелось бы отметить, что мой номер похож на каюту в каком-то корабле. То есть для лилипутиков все маленькое. Вот потолочки. Вот я достаю до потолка. Но все такое крепкое. Ремонт, наверное, сделан лет 20 назад. И чисто. Вот чистота абсолютно везде. Чисто. Я как Елена Летучая. Смотрите, даже туалетная бумага вот с такой штучкой сделана. То есть это уже о многом говорит. Ну, и всегда нужно заходить в душевую кабинку. Комната. Старенькая, но чистая. Детали. Так, естественно, что еще бросается в глаза? То, что нету ни одной розетки, которая бы подходила под мою. Здесь какие-то переходники непонятные. Зеркало. Окна. За окном еще одно окно. Непонятно куда. И вот так вот. В общем, капитан на отдыхе. Так как я приехал поздно вечером, внизу у меня 7-Eleven. И вот такие вот непонятные пирожки, хот-доги, как это назвать. В общем, похоже это на пигоди корейские. Что-то непонятное. Соль с сахаром и с жиром. Ну, непонятно. Перекусить можно. Тут вкус непонятный. Не знаю почему, но мне почему-то здесь уютно. Такое ощущение, что сейчас вот постучится кто-то в мою каюту и скажет: ваш ужин готов, забирайте его. Похоже, никто не постучит сегодня. И опять нас выручает 7-Eleven, который находится внизу сразу под гостиницей. Ну, там так себе выбор. Немножко не моя еда. Ну, выжить всегда можно. Списался сейчас с девчонкой, познакомились, пока летели. И говорю, у меня проблема с розеткой. Мне нужно, показываю вилка, которая у меня. Я говорю, я не могу войти в ваше отверстие в местное. И она мне скидывает, я дословно перевожу, что она мне скинула.
Скинь мне своего модного тома. Да, скинь мне своего модного тома, куда он должен входить. Я сначала не понял, дальше она пишет опять. У меня есть такое отверстие под твоего модного тома. Я говорю, окей, привези мне, пожалуйста, его. Я говорю, ну, я заплачу. Я заплачу за твой адаптер. Ну, не знаю, завтра буду. Как получится. Получится ли нашей розетке войти в ее адаптер, ну, чтобы получать какое-то питание, потому что без заряда мы не можем быть. Наступило утро, а это значит время завтракать. Вышел на улицу и, в принципе, это тот же самый Таиланд. Вот прям один в один. Все чисто, аккуратно. Но очень напрягают вот эти высотные дома, которые находятся позади меня. Они прям чувствуются, грузят. Очень плотный трафик мотоциклов, машин, пешеходов. Я просто зашел в какую-то улочку. Увидел, что люди здесь собираются. Ну, у нас время 11:11, поэтому завтракаем поздно сегодня. Очень зелено. Все зелененькое. Что-то жареное все едят. И это что-то жареное похоже на бананы. Визуально. Мы, наверное, сейчас вот здесь вот рис закажем. Прошло минут 40, а я все заказываю завтрак. Здесь есть свинина, рыба, яйцо, рис, какие-то колбаски, какие-то соусы. Вот. Тетя говорит соус, салат. Какие-то мухи грызут ноги, и очень много мух. Сначала думал комары, оказалось мухи. Рис, яйцо, соевый соус, лайм, перец. Ну, все как обычно. Перекус на улице. Там невозможно сидеть. Довольно-таки вкусно, между прочим. Ну, лайм какой-то очень интересный, непонятный. Ужасно вкусно. Я повторюсь, здесь у некоторых мужиков очень страшные лица. Не знаю почему. Сами скулы, взгляд. Сейчас списался со знакомой. Говорит, обязательно сними с себя все. Цепочки, часы, какие-то драгоценные вещи. То есть иди практически в том, в чем родился. Потому что могут сдернуть. Вкусно. Это вкусно, это можно завтракать. И стоит это 150 рублей или $1,5. Завтрак в моем отеле отсутствует. Не входит. Очень много манговых деревьев по городу. И уже прям такие плоды крупные висят. Я думаю, в сезон здесь этот фрукт стоит вообще копейки. После вкусного завтрака нужно попить кокосового ореха и сравнить.
Я всегда стараюсь понять, где вкуснее кокос. Пока на первом месте у нас Таиланд идет. Тоже вкусно. Кисло-сладкий. В рублях так 50, где-то 80 рублей, может 90. Можно было, в принципе, стаканчик заказать, но я что-то особо не доверяю. Потому что могут помешать с водой. А мне вчера четко сказали, ни в коем случае не пей воду из-под крана. Иначе будешь дружить с диареей. Все 100 дней. Когда поешь, настроение поднимается. И жить хочется. И все хочется. Внизу непонятно, то ли тетка, то ли мужик спит. А возле таксистов. В ногах у таксистов. Вот так вот выглядят вентиляторы в местном такси. Здесь дует на 2 пассажиров заднего сидения. Удобно, в принципе. Едем в такси уже 15 минут. 10 минут без остановки. Таксист что-то пел. Потом начал с кем-то ругаться по телефону. Кричал, кинул телефон. И я думаю, что будет дальше. Интересно. И сама по себе машина такая очень интересная. Здесь коробка автомат и рычаг переключения скоростей. Нейтралка, паркинг. На уровне грудей моих находится. Наверное, он в свободное время занимается гонками. И если сейчас нам удастся, мы увидим другую жизнь. Жизнь большого города. И отправляемся мы на Северное кладбище. Одно из знаменитых мест. Не знаю, разрешат там съемку или нет. Гиды говорят, что нельзя снимать. Читал в пабликах, уже съемка запрещена, там украдкой все это происходит. Надеюсь, у нас получится сделать. Следующий наш маршрут на джипинге — это бывшие американские военные машины, которые разрезали и переделывали под маршрутки. Ну, когда они закончились, уже начали выпускать сами такие тук-туки. Здесь человек 20-25 точно умещается. Я пока до конца маршрутки дошел, 5 раз головой стукнулся. Здесь народ немножко пониже, и им удобно. Почему-то в этой стране мне ночью не хочется ходить одному. Какой-то страх. Я не знаю почему. Вот опять же, водитель, если ему в руку дать мачете, мне кажется, что оно у него есть. Он его просто где-то прячет. Очень серьезно все выглядят мужики. Запахло мочой, я чувствую. Прям очень сильно. Наверное, в туалет какой-то проезжаем. Население в Филиппинах более 100 миллионов человек. Очень густонаселенная страна. В 40 раз превышает Россию, в 10 раз превышает США и в 2 раза превышает Китай. И вот в Маниле, столице Филиппин, плотность населения, по-моему, стоит на 1-м месте в мире.
естественно, возникает вопрос жилья. Не то, что возникает, а он остро стоит. Поэтому много всевозможных трущоб здесь. Здесь люди радуются каждому свободному метру. Благо, что в стране температура ниже 20 не опускает, поэтому можно спать, в принципе, и на улице. К нам подсел какой-то дед и что-то рассказывает. Или просвещает, или просит деньги. Ну все, просит деньги. Ему все в стаканчик кидают. Может, мне тоже поучаствовать? Блин, за монетками надо ползти просто. Наконец-то мы приехали. Идем вдоль рынка. Я так понимаю, это рыбный какой-то магазин, потому что рыбные ароматы присутствуют везде. По-моему, еще и дождик хочет начинаться. Я не знаю почему, но мясо здесь как-то страшно продается. Реально страшно. Вот какие-то куски такие поблекшие. Как будто они на жаре пару дней пролежали. Потом их обдали кипятком и повесили на продажу. Не презентабельный вид у мяса. Еще один вид транспорта – мотоцикл с люлькой. Но вы ничего не видите. Лобовое стекло почему-то у всех закрыто. В данном случае, получается, эти склепы дом как для мертвых, так же для живых людей. Хай. Такое ощущение, что ты не на кладбище зашел, а какой-то жилой комплекс. Я так понимаю, что это центральная часть кладбища. Впереди стелла, крест. Pangulo is president. It means president of the Philippines. Президент Пангуло. Pangulo, president. Ему посвящена данная стелла. Может быть, не только стелла. Скорее всего, он здесь похоронен. Нету ощущения того, что ты находишься на кладбище. Бегают, смеются, дети играют. Впереди просто пацан с девчонкой. В пакетике у них какое-то пирожное, прогуливаются, разговаривают о вечном. Может быть, он ей в любви даже признается. Просто все это на кладбище происходит. Вот склеп. Там живут люди. Ты просто просыпаешься, представляешь, на могиле на чьей-то. Вот ребенок, какая психика у него уже с детства. Он просыпается на могиле, выходит оттуда и идет к каким-то своим делам. Мне аж самому сейчас не по себе стало, честно. Оттуда только что дядька вышел. Каждый раз я спрашиваю, что так в ногу не заходишь. Это может не понравиться людям. Видно магазинчик, потому что холодильник, столы. В принципе, все ухожено. Все ухожено. Более-менее. Вот если бы меня сюда закинули и не сказали мне, что я на кладбище, я бы даже и не понял, если честно, пока не увидел какие-то надгробия. Вот здесь вот можно в кафе посидеть возле Николаса, выпить напитков. Там вообще на склепах столовая внутри. Камеру видят, реагируют, конечно, не очень хорошо, поэтому приходится говорить, можно сделать фото, только так. Вот видно чей-то дом там. Получается, надстраивается второй этаж. Внизу останки человека. Вверху домик. Вот как вот здесь, например. Видно, здесь живет инвалид.
Принц Чуба. Мерседес Гузман. Название, конечно, интересное. Как мне объяснили, почему ставят гробы друг на друга, так как это дешевле. То есть похоронили, 5 лет хранится прах. Дальше кладбище имеет право брать отсюда тело и уже хоронить другого. Ну, это баскетбольное кольцо, по-моему, во всех пабликах было. Играть я не буду, конечно, это... Thank you. Здесь предлагают, я считаю, как-то это... Для меня это кощунство. Поэтому я лучше мимо пройду. Если, например, умер человек, а родственники есть у него в этом городе, они разрешают жить в данном склепе. Получается, что те, кто живет в склепе, они же и ухаживают за ним, присматривают. Были случаи, когда срок аренды выходил, и прах вытаскивали из такого саркофага. Вот здесь видно, что на втором этаже комната чья-то, жилье. Даже скорее похоже на кафешку на какую-то. Сильный запах гари. Что-то вот жгется постоянно. Здесь актуальна фраза «Родился на кладбище и умер на кладбище». Вот магазинчик. I want water. Yes, water. Excuse me, one water, please. Water? Yes. Not cool. Not cool. Not cool? Okay. Hot, hot. This one warm only? How much? 15. Here, Dida. Также можно вот здесь хот-дог заказать. Получается, главные улицы, они более-менее пустые. Вот здесь вот уже кто-то живет. Вот здесь. То есть нужно, если вы хотите увидеть жильцов, нужно немножко свернуть влево, вправо, отойти от главной улицы. Вот здесь вот что-то готовится на могилке. Видно кухня для кафешки. Присутствуют голубые, желтые, серые цвета. Ну, здесь уже, наверное, начинается жилая часть, я так понимаю. Смог бы ли я переночевать? Наверное, смог бы. Не побоялся. Здесь больше мистики. Сначала подумал, что это седло от лошади, а оказывается, это лифчик цвета седла. Здесь вот тут ремонтные работы. Интересно, как сюда заказывают доставку. Вот вопрос. Это по-любому куда-то на центральную улицу нужно заходить. Вот та самая стена, когда твой прах отсюда вытаскивают и замуровывают в стену. Там места больше. Вот видите, сколько сразу? Раз, два, три, четыре, пять. 5 гробов в одном месте получается. 5 склепов. Здесь тихо. Здесь прям видно Сальвадор Фэмили. Какой-то семейный склеп, наверное. Эту тишину. Hello. Нарушает. Я же испугался. Женщина в темноте стояла. Что-то делала. Вот здесь вот кто-то спал. Видно. Сюда бы я ночью не пошел. Ни за какие деньги. Получается, вот в это боковое отверстие, вот где сейчас вывеска, туда погружается тело. Я не знаю, за сколько оно превращается в останки, которые можно переместить уже в стену. Ну, это 5 лет, наверное. 5 лет. То есть, по факту, это все многоразовое. Если у тебя нет денег, значит, рядом с твоим телом еще кого-то покладут. Так, нам нужно как-то пройти к той стене. Пытаюсь пробраться к стене. Что-то я забыл, что я пить хотел.
Офигеть. Здесь, конечно. Здесь уже такие виды прям. Пришел дядька. Пришлось подняться за ним. Посмотреть, как выглядит все это дело. Вид сверху. Для богатых, пока у вас есть деньги. Для тех, у кого уже нет денег. Все, потихонечку сюда, сюда, сюда. Все перемещаются на эту стену. Ой. Здесь вот можно посидеть. Эта стена, я смотрю, очень длинная. И конца и края нет. Дядька, похоже, что-то хочет. Все? Постоянно поглаживает всех. Здесь громко разговаривать как-то неудобно. Все-таки находимся на кладбище, поэтому без эмоций. Эмоции не нужны в таких местах. В этих местах уже ничего не нужно. Здесь нужна уже тишина. Так, ну все, спускаемся вниз. Смотрите, получается первый этаж, второй этаж. И с годами количество этажей, наверное, будет только увеличиваться. То есть, вот, один человек, второй человек. И так тысячи. Мне кажется, с годами и здесь все это дело меняется. Вот видите, это, наверное, свежее. 2023 год. Или... This five? Three. Три. В 2023 году. Останки похоронили. Hello. Нашему проводнику дали 100 в местной валюте. И сразу на него накинули все ребята. То есть делись. Hello. Лучше, конечно, в таких местах не показывать деньги. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, 4 этажа. То есть, не знаю, сколько здесь похоронено, но это что-то очень большое. Такая же картина на, я не знаю, метр на 2, 5 человек. Все, кто живет на кладбище, они живут здесь неофициально. То есть местные власти пытались их выгонять отсюда, но все хорошо и все понимают, что куда деть такое количество людей. Поэтому живут, пусть себе живут. Запрещено продавать алкоголь на кладбище. Но есть люди, которые выпивают. То есть местным можно распивать. Если сделаю это я, это будет, естественно, расцениваться как нехороший поступок. Мертвых нужно уважать тоже. Мальчик играл на гитаре. Мы нарушили его тишину. Не стали туда заходить. Папа даже не просыпается. Ёпта, собаки какие-то бешеные. Solitario. Huh? Solitario. Yeah. She's playing solitaire. Yeah. You need a player. Гадает на суженого. Solitaire. Ну. Тетушка говорит, вот мой дом. This is my house. Mr. Ko, That's her husband. husband. Hello.
Люди спят прямо на Anak могилах. kong babae may apo ko. Электричество здесь есть как-то. Протягивается. Kami nagbabantay ng mga. Конечно. Ito mabait yung may-ari nito. Nilagyan kami ng Колонки. kasi mga anak ko sa mga nagkakapa. Eh ngayon isa na lang ang dalaga. То есть Nandito lang kaya lang ibabang. ты, получается, спишь, а под тобой находится вот здесь труп. Это в 2009 году уже похоронено. Поэтому там, скорее всего, уже просто кости остались. У всех пауэрбанки. Здесь тоже вот много. Там уже другая семья живет. Если у тебя есть второй этаж, ты живешь уже неплохо по нынешним меркам. Ты не бедный человек. Нет, вон внизу бутылочка с ромом стоит, я смотрю. Мертвые мертвыми. Ром еще никто не отменял. Эта женщина ухаживает за 6 могилами, и хозяева суммарно платят ей $1200 за целый год. Ну, $1200 делим. 100 баксов на все. 100 баксов в месяц, плюс бесплатное жилье. Ну и все. Ну и в какие-то праздники родственники приносят возле могил, оставляют конфетки, всевозможные подаяния. Все хотят дотронуться. Аккуратнее. Хай. Сейчас встретился дядька, он служил в Одессе, сказал. Я был в шоке просто. Ну, реакции неоднозначной не вижу. Все здороваются, все общаются. Говоришь, что ты из другой страны, нормально реагируют. Ay, wow! I want vlog. Vlog mo ako. Ilan ka? Where are you from? From Russia. Russia. На вопрос, откуда ты, я уже сказал раз 100, наверное, всем. Вот эта часть кладбища, она более оживленная. Здесь кипит все. Кипят процессы жизненные. Вспомнил картину, когда уезжал из Бангкока, когда люди показывали паспорта, чтобы зайти в Луи Виттон магазин, где все стоит бешеных бабок. Какой разный мир и какие разные интересы у всех. Hello. Hello, Miss Sonia. Ну, здесь, наверное, похоронен египтянин, потому что все напоминает пирамиду Хеопса. В собаках не разбираюсь, но что-то породистое, на шарпея похоже. Здесь, я так понимаю, это прачечная. Здесь стирают, сушат. Hello. Вот какие собачки маленькие. Hello. Злая собака. Да, это прачка. Этот склеп превратили в прачку. Здесь, я так понимаю, не только этот склеп. Нет, здесь сушат уже. То есть там стирают, здесь сушат. Вода здесь платная. Питьевая добывается неофициально. Ну, власти знают, что есть здесь родник такой. А
вода для стирки стоит копейки. Она уже продается. Мануэль Роксас, президент Филиппин. Ну, всем президентам, всем людям, которые были при власти, естественно, делаются большие склепы. Здесь прям дом целый. То есть возле таких людей недешево лежать. Не стал снимать полицейских. Вон они сидят. Человек 10. На могиле. Чай пьют. Нормальное явление. Здесь идет похоронная процессия. Все заходят через могилу. Там внутри стоит, получается, гроб. Туда кладут цветы. Я не знаю, сколько людей туда засунет цветы, потому что там уже места нет, в принципе. И в конце, на выходе, им что-то дают. Вот сладкое. Пирог какой-то. Мы туда не стали заходить, мы не родственники. Нет, это не пирог, это что-то мясное. Это похоже на самсу с мясом. Основной вид заработка у жителей, которые находятся здесь. 30% занимаются погребением, ремонты склепов, все, что связано с кладбищем. Есть помещение, где делаются эти гробы, это уже в другом конце кладбища, мы туда не стали идти. Остальные, кто чем может. Ухаживание за могилками. Как зарабатывают жители местные? Ухаживают за могилами. Все, что связано с похоронной процессией, литургией, ну, это процентов 30 живут только на эти деньги. Остальные, кто во что горазд. Это склеп Veterans Soldiers, солдатам-ветеранам. Здесь не разрешают жить. То есть есть определенные территории на кладбище, где можно жить. Здесь нельзя. Ветераны революции. Какие-то странные картины здесь происходят. Кафе, малыш, собаки. Хотел заснять красивую филиппинку, собаки вылезли. Ладно. В следующий раз. Увидел дядьку. Он сидит на могиле, его красят. Красят ему волосы, вернее. Хотел подойти снять. И я такой радостный, думаю, сейчас вот отсниму контентик. Рядом с ним лежит длинная отвертка, и он резко поворачивается такой, увидел мое лицо и за отвертку. Пришлось уйти оттуда быстро. Не люблю отвертки. Ну, вот как раз про такую точку я и говорил. Привозится вода техническая. Продается здесь. Спросит у мужа, можно ли нам посмотреть. Здесь моя, Вот здесь жилая квартира. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, 5. Я так понимаю, тут здесь даже больше.
5 тел целиком, получается 5 гробов, и уже остатки в виде урн. Их уже много здесь. Девочка спряталась за эту шторку. Закроем дверь, чтобы ее не напрягать. Эта женщина здесь живет 40 лет. She's the caregiver of the person inside. This is your family Her family. here? Yeah, that's her granddaughter. 40 лет жить на кладбище. В голове не укладывается. Здесь похоронен майор City of Manila, военный. Там вон картину поставили I love dead. С днем рождения приходят, поздравляют. Все. Родственники чтят память о своем папе, дедушке, прадедушке. Ну и напоследок, перед выходом, зашли вот в такое помещение. Здесь очень много похоронен. И здесь прям город целый. Ночью все это светится. Дело. И опять вот, если туда смотреть, там опять огромная стена. Мертвых не нужно бояться. Нужно бояться живых. Мертвые уже ничего не сделают плохого. Никому. Вот на таком аппарате ехать, конечно, весело. Есть слово драндулет, это вот он и есть. Да, мы по встречке едем. Главное, чтобы от этого кладбища отъехать, а не остаться здесь навсегда. Опасные филиппинские дороги. Лучше бы мы на таком ехали. Я попросил свою знакомую, чтобы она меня напоила ключевой водой холодной. Сказала, поехали. Едем к ключу. Он же родник. Если доедем. Чтобы вы понимали, одна нога у меня чуть ли не у него на плечах. Этот драндулет, как из Безумного Макса. Нет, и вот разрешают же на таком хламе ездить по городу. Ой-ой-ой, куда мы приехали? Какие-то куриные ряды. Самое интересное, что мне в этот момент, как обычно, может позвонить жена и покажи, что это вокруг. Я не понимаю, она реально в дождь спасает или это просто формальность? Все, мы вышли на трассу. Поездка на таком драндулете стоит 30 или 40, что ли. Немного. Такое я вижу вообще впервые. Просто баскетбольное кольцо. Даже не на дороге, а возле могил. Стритфуд на кладбище. О, thank you.
Сзади могилки. Vlogger yan, vlogger. Vlogger ata yan. Bro. Мертвые мертвыми, а стираться нужно. Стиралочка. У меня такая была в Индии, когда я жил 25 лет. Мальчики едят вафли. А этот мальчик меня преследует уже час. Сказали, что на большую камеру снимать нельзя. Будут проблемы. Кто-то подошел, разрешение. Начал спрашивать, может, да. Она слишком много внимания к себе привлекает. Нет ничего прекраснее. Глотка холодной воды. Между прочим, здесь кафешка. Кафешка. Дедушка просит его тоже снять. Здесь готовят что-то вкусное. Здесь такое место еще красивое. Оно, мне нравится вот белое и голубое. Когда вместе два цвета таких приятных. Смотрите, как здесь аккуратненько все сделали. Здесь вообще в могилу запихали мотоцикл. Она, видно, раскрытая уже. Там никого нет, прах убрали. Такой мини-садик. Желтое, белое и синее или голубое. Очень красиво смотрится вместе. Эти три таких цвета приятных. Песиков здесь просто привязали на могилке. И они вон какают иногда на нее. Ну, видно, никто за этой могилой особо не смотрит. Круто. Ничего не скажешь. Ничего, суд на стену. Тетка разрешила снять ее татуху. Тут написано Magic Group. Magic Group или Magic Group. от Group? Not card. Magic Group. Oh. Magic Group. 24. Волшебная группа. 24-я. Прям очень интересно, у всех такие татухи. Ну а там подожгли венки. И начинает сильно дыметь. Я, конечно, не верю в эти все вещи. Но у меня почему-то техника быстро здесь садится. Стенки. Тетушка с мейджиком на плече налила себе кофе, закинула сигаретку и пошла. Мне здесь почему-то нравится. Здесь тихо. Такая приятная тишина. Надо двигаться дальше. Иду медленно, зашел вглубь. Там чуваки стоят и заколачивают что-то. Ну, что-то заколачивают. Меня увидели, и сразу такая реакция. Глупо, начали все прятаться и пошли за мной. И, типа камера. Я говорю, ну. Нет никакой камеры. Ты иногда в такие моменты попадаешь, куда лучше не попадать с камерой. Хочешь ты, не хочешь, но ты очевидец. Свидетель, как угодно. Здесь вообще вон шашлыки жарят на могиле. Не могу повернуться, потому что вот в этой части как-то косо смотрят на меня, потому что я влево постоянно смотрю, а если там происходят какие-то странные вещи, то есть то, что не нужно видеть обычному глазу, все происходит там. Большое манговое дерево. Что-то плодов не видно.
Наверное, не сезон. Хотя нет, вот падают. Есть манго. This is mango? Mango? Green? Да, падают. Здесь прям какой-то кошачий дом. В этой части могилы используются как строительная площадка. Какие-то формы для заливки. Ну, видно то, что нужно в погребальном процессе. Может быть, подставки какие-то. Что-то здесь все в масле и в жиру. Да. Это что-то масляное. Fernando Ford Jr. Here is Street 24. Moseleo. Местный кинотеатр. And drinking too? Что-то они тут подпевают. Alfonso. Good? Rum. Good? Yeah. 50 gram? 50, yes. Can I? Yes, yes, yes. Yes, yes. Baso. Baso, kuha tayong baso. Oy, asan yung baso? Eh, nando sa ira. Sa ira niya. Sa ira niya. You like drink? Qingdao. You like drink? I like little drink. Drinking wine. 1 liter 1 day. 1 liter. Oh my. 1 day, 1 liter. Yes. 1 liter. Ano country niya, German? I'm Russian man. Russian man. How old are you? 20. Really, 19? Yes. Yes. Ay, big. 19. Sarado raw, oy. Love. Sarado raw yung ira niya. Yung susi. Неси, говорит, закуску. Они что-то здесь закусывают. Тут такой запах стоит. Это соя с уксусом. Вот видно, этим запивают. Thank you. Not Ayaw niyang yellow. This is for me. Big milk. Taas Ang daw. taas daw. milk. 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 Half. Hindi, milk После daw. такого хап я уеду куда-нибудь. Hindi, milk daw, milk. 20? I'm joking. Husband, Yeah. wife. Good, 20? good family. Ah, good funny. Not kids. За вас. Ah, yeah, ano raw si... Wait. No. Пойло редкостное. Naka-make lang po siya na. Ano? Na tigarito kami. Na pwede pong tumira sa sila dyan. Kasi sa kanila, Что-то говорят. hindi pwede. Hindi pwede. Wala, wala. В общем, мы выяснили, я ровесник с этой теткой. Мы ровесники. Одноклассники. Сим-сим. Ah, Same age. Same. Anak kat. Medyo ano kasi yung English. Весело у вас тут. Thank you. What's your name? My name Денис. Janice. Cecil? Johnny? Boy? Boy? Yes, Boy. А, Evelyn? And Pipay? And Richard? Ричой. Yeah. Husband. Ah. Ричой, husband. Пепелины. Пепелин, yes? Пепелин? Cecil. А, Cecil. Cecil. Sa pipay. Pipay. Пипай. Pipay. И, Richard. Richard, husband. окей, окей. Understand. Si hotdog. Dog. Big family. No, No. it's a big friend. Friend. Friends Friend only and Now you relative belong friends. Друзья по кладбищу. Now you belong here. You can have fun with them. You finish the Темнеть drink, начинает. we'll come back to you tomorrow. No, thank you. No. Daw. Alaki ng Да они меня спаивают, по-моему. Tagay. Biglawi tagay mo. Да у них столько эмоций, что они меня на вторую рюмку уговорили. Блин.
Ой, опять. Makakarayin ko yung kanay. Прощай, здоровье мое. Ang ganda ng pata mo. Ay, dahil. Oo, parang babae. Ay, Ganda, no? Паром по парам. Maganda nga yung mata niya. Saka yung pilik. oo, wow. Yung ano ba tawag sa ganito? Pilik mata. Pilik mata. Это мои, Ayan. мои ресницы обсуждают. Или оторвать хотят. Hindi nga nagtutubay siya. Bawal. Ah, sa inyo. Что, let's go? Oh, cheers daw, Kuya Boy. С кем чокнуться? Go na si Ate С Ceci. батей? Tagay. Buhatin mo. Tricycle mo siya. Bye-bye, te. Bye-bye. Mama, tapon niyo yung ano, tsuka. Bye-bye. Бай. Кого-то повезли. Ano yung mangga? Ну это реально пойло, вот сейчас я теперь понимаю. Wala, lobat yung may cellphone. Picture. No power? Фото на память. Picture. Hindi naman, nilobat naman yung cellphone. Телефон сел. Upo talaga? Dito na lang. Yung photo first. Nari nga, apam ko to eh. Ayan, oh. Kunyari apam. Okay naman. Ay, cellphone mo! Ay, cellphone mo! Они очень эмоциональные. Topi ka na. Isa pa. Okay. Ayan, thank you. Начинает темнеть, лучше выходить. Thank you. Nice meeting